Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. И мы начинаем очередной обзор, видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А на календаре у нас сегодня 8 апреля и киевское время 19 часов. За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара, 35 авиационных ударов и порядка 40 огневых ударов с реактивных систем залпового огня. Вероятность новых ракетных ударов сохраняется. В море находятся носители ракет «Калибр», часть Черноморской эскадры, эскадры Черноморского флота находится в районах боевого дежурства. А со стороны Российской Федерации, вы знаете, мы всегда готовы к отражению атак либо дронов, либо ракет. Самолеты МиГ-31 улетели с Белоруссии, и это на один фактор, раздражающий фактор, стало меньше для нас с вами. Противник продолжает сосредотачивать свои усилия на 4 основных направлениях: Лиман, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Вот эти 4 направления, вот эта огненная дуга, как мы ее называем, за прошедшие сутки наши силы обороны отразили порядка 60 атак на вот этой огненной дуге. Потому как на остальных участках боевые действия, они, скажу так, в некоторых местах вообще носят перманентный характер, а в некоторых местах, да, тоже проявляет активность. Итак, Волынское и Полесское направление. Здесь обстановка абсолютно не изменилась. Подготовки или формирования российских войск на территории, изменения в ситуации на территории Беларуси по наличию российских войск мы не наблюдаем. Далее Северское и Слобожанское направление. Здесь тоже обстановка практически без изменений. Формирование ударных группировок со стороны Российской Федерации не наблюдается. Войска прикрытия границы остаются на своих местах. Мы это наблюдаем и контролируем. Продолжаются обстрелы нашей территории со стороны Российской Федерации. И, к сожалению, в эти сутки досталось всем 3 областям: и Черниговской, и Сумской, и Харьковской области. Были нанесения огневых ударов по нашей территории. Далее Купянско-Лиманское направление. Здесь продолжаются локальные бои вдоль всей линии соприкосновения. Самые ожесточенные бои происходят в лесах в районе Кременной. Причем артиллерия работает с обоих сторон, то есть обмен еще идет, происходят артиллерийские дуэли и идет обмен артиллерийскими ударами. Враг продолжает давить силы обороны, и особенно к югу от Дебровы, в лесах в районе Кременной и к югу от Дебровы. Вот это самые горячие места на Купянском и Лиманском направлении. Но надо отметить, что здесь все атаки противника, они не настолько мощные, как, допустим, на Бахмутском направлении или на Авдеевском. Но и они все оккупируются нашими войсками. Там линия фронта уже стабильна, она неизменна несколько недель, поэтому мы просто стоим в обороне, жестко стоим в обороне и стараемся наносить максимальное огневое поражение противнику. Бахмут. Здесь, как продолжаются самые ожесточенные бои, наиболее усиленные бои или наиболее жестокие бои, противостояние идет в центре города, идет борьба за сам город. Противник продолжает с 3 сторон давить на силы обороны. Сегодня бои идут в основном это за следственный изолятор в городе Бахмуте, за железнодорожный вокзал и стадион «Авангард». Есть предположение и некоторая информация, что вполне возможно, что по линии железной дороги, можете посмотреть на карту, я всегда предлагаю смотреть на карту Deep State, она наиболее точна и в живой анимации
отображает ситуацию на линии фронта. Можете посмотреть, там как раз за центром города, сразу за центром города, перед жилыми кварталами, перед высотной застройкой, вот так бы я сказал, проходит железная дорога. Вот сейчас бои приближаются к железной дороге, к железнодорожному вокзалу. И есть предположение, что возможно вооруженные силы Украины будут стабилизировать линию фронта по железной дороге. То есть железная дорожная ветка может стать такой своеобразной линией фронта. Также в районе самолета продвижений врага нету, там все стабилизировано. Это юго-запад, точнее, да, это южная часть Бахмута, и оттуда начинается дорога на Константиновку. Ну, пишите в комментариях, переживаете по поводу того, что противник пытается перерезать трассу на Константиновку. Я скажу вам, что эта трасса давно простреливается. Войска стоят вдоль трассы, и трасса на сегодняшний день, как основная артерия снабжения войск в Бахмуте, практически уже не используется, потому что она простреливается российскими войсками, особенно российской артиллерией. Там много других дорог, снабжение осуществляется совсем по-другому. И здесь вот эта дорога на Константиновку, она стала больше, наверное, уже тоже такой своеобразной линией фронта. Наши войска, будем так говорить, прижались к трассе и стараются держать оборону, сдерживать натиск противника и его попытки продвинуться, перерезать эту трассу и попытаться замкнуть кольцо вокруг Бахмута. Это им не удается. Мы здесь ситуацию контролируем, стабилизировали и надежно удерживаем оборону. То есть здесь продвижений противника нет, как пишут в некоторых сводках, от слова совсем. Далее, в Бахмуте основные усилия теперь враг распространяет или накапливает силы в районе центра города. И они подтягивают резервы максимально близко к передовой, к переднему краю. И уже основные силы врага начинают распространяться или начинают выходить на боевые порядки именно из центра. Из центра самого Бахмута. Бои продолжаются. Противник также пытается проводить наступательные операции в районе Богдановки и Ивановского. Безуспешно. Мы отбили все попытки наступления противника. Российские войска понесли потери и откатились на исходные позиции. На бахмутском направлении за прошедшие сутки было отбито более 20 атак со стороны российских оккупационных войск. Также противник ведет огонь из артиллерии и других огневых средств, применяет авиацию, к сожалению, применяет планирующие бомбы. Надо отметить, что это стало для нас проблемой, потому как бороться с ними мы на сегодняшний день, у нас есть трудности. Таких средств борьбы с ними нету, надо разрабатывать методики борьбы. Ну и эти планирующие бомбы наносят нам ущерб, особенно в технике, в том числе и в личном составе. Мы тоже несем здесь потери. Про бомбы отдельно поговорим в следующем разделе нашего видео, в том числе и про планирующие бомбы, которые применяет Российская Федерация. Далее идем Авдеевка и Марьинка. Здесь в районе Красногоровки были зафиксированы российские войска в одной из лесопосадок. Это говорит о том, что они имели частичный успех и немного продвинулись на запад. Вчера началась массированная атака на Авдеевку. При этом существенно нарастилось присутствие артиллерии. И даже некоторые связывают это с вчерашней встречей, точнее позавчерашней встречей Путина с гауляйтерами, которые тут назначены Россией для управления
оккупированными территориями. И вроде бы как во время этой встречи вот этот гражданин Пушилин, который там управляет Донецком от имени Москвы, назначен ею, попросил Путина обезопасить Донецк, что вроде как большая угроза. Отмечалось резкое увеличение артиллерии, которая вот начала артподготовку, и они попытались сходить в атаку для того, чтобы отбросить, как можно дальше отбросить наши войска от Донецка. Атака оказалась безуспешной, она захлебнулась, российские войска понесли очень большие потери, не помогла даже не помогло скопление артиллерии. И линия фронта осталась на том же месте, на котором была до этой атаки. Самые ожесточенные бои вот на Авдеевском-Марьинском направлении идут на участке линии фронта там за Марьинку, в районе Марьинки точнее. Там было отбито около 15 атак, то есть 15 раз противник пытался продавить нашу оборону безуспешно. Вот, ну а в Авдеевке они попытались сходить в атаку при поддержке артиллерии. Тоже не помогло, ни артподготовка, ни... Причем это было на рубеже Водяное Опытное. То есть они с южного фланга пытались обойти Авдеевку. Понятно, что в лоб ее штурмовать даже по приказу Путина они вряд ли решатся, потому как имеют очень горький опыт и понимают, что Авдеевку в лоб не взять. Поэтому вот они на этом рубеже, Водяное Опытное, они пытались с помощью артподдержки пытались продавить нашу оборону. Не получилось. Шахтерское направление. Здесь противник за прошедшие сутки, так же как и предыдущий, не проводил никаких наступательных операций. Там идут перестрелки, позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами. То же самое примерно происходит на Запорожском и Херсонском. Здесь противник продолжает улучшать укрепление своих оборонительных позиций на тех линиях, которые они занимают. Были обстреляны более 40 населенных пунктов, то есть они наносят огневое поражение на всю глубину досягаемости их огневых средств. Это и реактивная артиллерия, это и ствольная артиллерия. Вот. Ну и пока надо отметить, вот видите, тема немножко утихла, но надо отметить, что да, российские войска сократили количество огневых налетов, но все равно 20 тысяч боеприпасов в сутки, приблизительно около 20 тысяч боеприпасов в сутки российская артиллерия выкладывает на грунт по нам и по нашей территории. И при этом, я так понимаю, особого дефицита пока что в снарядах не испытывает. На сегодняшний день логистика налажена, и несмотря на то, что мы выжигаем склады, иногда это снижает огневую активность российской артиллерии, но в последующем они находят пути и способы доставки боеприпасов на боевые порядки. Далее, на временно оккупированных территориях Запорожской, особенно и Херсонской областей, противник активизировал мероприятия по подготовке к эвакуации местных жителей на временно оккупированную территорию Республики Крым, Автономной Республики Крым, Украины. О чем это говорит? Это не говорит, что завтра они там будут все вывозить всех и вся. Они готовят возможные пути эвакуации, ну, понимая перспективу, что, скорее всего, эти территории они не удержат. Поэтому такие списки и готовятся. Вот. Для нас это, конечно, приятная новость. Но единственное, можем подсказать оккупантам в том плане, что Крым это не совсем удачное место для эвакуации. Надо эвакуироваться намного дальше, на территорию Российской Федерации, если хотите избежать наказания за коллаборационизм и сотрудничество с агрессорами и оккупантами. Вот такой вот можем дать совет. Также оккупанты проводят опрос среди местного населения и стараются выяснить, сколько желающих будет
в случае, если будет объявлена эвакуация. Уже организовали, ходят автобусы рейсовые, которые вывозят с оккупированных территорий, вывозят пока желающих покинуть территорию Украины и переместиться на территорию Российской Федерации. Обязательным условием для того, чтобы попасть в списки на эвакуацию, надо наличие российского гражданства. То есть надо сначала обменять паспорт, получить российский паспорт. Вот такая вот ситуация. Ну и что касается урожая, который собрали силы обороны за прошедшие сутки, надо отметить, что возросло количество уничтоженных московитов. Итого 570 человек личного состава за прошедшие сутки уничтожено нашими войсками. 3 танка, 4 боевых бронированных машины, 5 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 1 самолет, это вот вчерашний Су-25, то, что я вам говорил, в районе, он там в районе Марьинки, в сторону Авдеевки, вот там где-то между Марьинкой и Авдеевкой был сбит. Далее, беспилотники оперативно-тактического уровня 7 штук уничтожено, и автомобильной техники и автоцистерн уничтожено 12 единиц. Вот такой вот урожай собрали силы обороны на линии фронта. Вот такие военные новости произошли на линии фронта и на всех оперативных направлениях в нашей стране в ходе ведения боевых действий. Ну и теперь поговорим немножко о военно-политических новостях, которые тоже насыщенные. Международная жизнь идет и довольно бурно и довольно активно. И с 12 июня по 23 июня НАТО планирует провести самые крупные учения в своей истории. Это учения авиации, воздушные учения. На сайте уже Национальной гвардии Соединенных Штатов анонсировали крупнейшие в своей истории авиационные учения Air Defense 2023. Они пройдут с 12 по 23 июня, как я уже сказал. Учения пройдут на территории, граничащей с Москвой стран, с Россией точнее, стран. Целью этих учений будет являться проверка способности быстро развертывать и использовать авиацию стран НАТО. Планируется задействовать около 220 самолетов 23 типов. Эти масштабы делают Air Defense крупнейшими учениями по развертыванию военно-воздушных сил с момента основания НАТО. И, то есть, понимаете, да, НАТО хочет потренироваться в развертывании воздушного крыла на границах с Московией. И это будет уже отрабатываться практически с переброской самолетов и с отработкой учебно-боевых задач. Учения будут проходить, это многонациональные учения, будет участвовать очень много стран. Учения будут проходить в Германии, с передовыми оперативными группами в Чехии, Эстонии и Латвии. Кроме Германии и США в учениях примут участие 22 страны союзника. То есть 22 страны члена НАТО. Не полностью, не весь альянс, но тем не менее. Вот такие вот масштабные учения собирается провести НАТО на границах Москвы. Еще раз повторюсь. Посмотрим, чем будет отвечать Московия. Великобритания провела обучение уже более 10 тысяч украинских военных и заявила, что это за 2022 год отчиталась Великобритания, и Министерство обороны Великобритании заявило, что в 2023 году они планируют подготовить еще 20 тысяч военнослужащих для вооруженных сил Украины. Вот такая вот статистика. То есть то обещание, или заявление, которое сделал Борис Джонсон здесь в Киеве, в первый свой визит, вот оно выполняется правительством Его Величества уже. И они увеличивают, в 2 раза увеличивают количество военнослужащих, которых планируют обучить.
Ну и на Москве происходят интересные вещи. В Воронеже, в районе аэродрома, произошел взрыв и пожар возле взлетной полосы на авиационном заводе. Это один из довольно крупных авиационных заводов, который собирает в том числе и транспортные самолеты. Кстати, где-то туда, в район Воронежа, улетел А-50 из Белоруссии, который был поврежден, ну, по-моему, либо в Таганрог, либо в Воронеж. Где-то он там находится на ремонте. Естественно, власти Российской Федерации напрочь отрицают этот факт, что произошел взрыв и теперь, и потом, и в последующем пожар. Но благодаря социальным сетям мы знаем даже с вами подробности и видели видео и фотоматериалы, как это все происходило. Взрыв, пожар и все остальное. Звук со звуком, с прекрасными комментариями за кадром и так далее. Кстати, вот именно в этом контексте, если в Российской Федерации еще не знают, то могу довести до вас информацию. Есть информация, что Российская Федерация договорилась с Китаем о закупке оборудования для блокировки социальных сетей на платформе Windows. То есть YouTube первым стоит в списке для блокировки. Они сейчас закупают оборудование в Китае, которое даст им возможность блокировать вот эти внешние выходы. Скажу так, что Китай довольно успешно этим занимается. Вот во время поездки в Китай даже приложение VPN практически не помогало. Максимум 1-2 минуты и тебя тут же блокируют, ты не можешь выйти вовне. А все приложения Google там, на платформе Windows там, и на платформе Apple тоже, iOS точнее, извините. И третья у нас эта система операционная, ничего не работает. Работают только китайские социальные сети и китайские приложения. Вот. Так что у Китая богатейший опыт в этом. Если Россия это закупит, то, поверьте, связь с внешним миром будет прервана, причем довольно серьезно. В связи с тем, что вы знаете, сейчас грядут праздники, и причем праздники во всех религиях, и в христианской, и в мусульманской. И начался священный месяц Рамадан для мусульман. И наше руководство, наше руководство страны и военное командование через спецслужбы наших, Главное управление разведки Украины является в этом плане как бы платформой для ведения переговоров в плане обмена пленными. Так вот, наше руководство выступило с инициативой обменять всех пленных мусульман по случаю начала священного месяца, праздника Рамадана. Но Российская Федерация, Москва от этого предложения отказалась. То есть для них ничего нету святого, священного или какого-то там другого. Так что об этом сообщила советница офиса президента Украины в интервью «Голосу Америки». Так что вот такие вот. Это, кстати, опять же к вопросу, почему такие маленькие обмены пленными. Российская Федерация не идет ни на решение даже гуманитарных вопросов, которые всегда решаются независимо от хода боевых действий. Ну, во всяком случае, так было ранее во всех вооруженных конфликтах и войнах. Фашистская Германия только не шла на гуманитарные вопросы и не обменивала никакими пленными. То же самое делает сегодня Российская Федерация. В Соединенных Штатах второй раз за несколько дней скандал по слитию. New York Times пишет, что опять слили новые секретные документы об Украине, уже о Китае и Ближнем Востоке. Ну, скажу так, что более 100 секретных, в результате огласки были опубликованы более 100 секретных документов, и Пентагон забеспокоился, и администрация Байдена забеспокоилась. Ну, скажу, чем глубже, точнее, начинаешь вникать и разбираться в эти документы, тем как-то у меня больше складывается впечатление, что это очень хорошо продуманная информационно-психологическая спецоперация со стороны Российской
разведки или со стороны российских спецслужб. Есть очень много неувязок, начиная от того, что даже нумерация страниц не соответствует, изменены цифры, о чем официально признал Пентагон, что цифры изменены, особенно в цифрах потерь. Вот. Далее там есть несоответствие в цифрах, которые имеются в открытом доступе по поставкам вооружений, то есть не может быть там, отличаться в документах. Ну и других таких очень много. Есть еще даже такой нюанс, что согласно этих секретных документов, которые обнародовали, якобы секретных документов, то вооруженные силы Украины уже воюют на танках Абрамс. Вот даже этот факт говорит о том, что это скорее всего, это информационный вброс. Но тем не менее, заодно он, на мой взгляд, он инициировал проверку Пентагона, внутреннюю проверку в Пентагоне, и я думаю, теперь еще и в администрации Белого дома проведут на наличие кротов. Так что, с одной стороны, Россия, возможно, сделала вброс, который вызвал, ну будем так говорить, нервировал всех участников. Была попытка вбить клин между Украиной и Соединенными Штатами в плане обмена разведданными. Но сейчас пойдет обратное. Каждая волна, вы знаете, да, гребень волны прошел, теперь пошел спад. Так вот, вот этот спад может вылиться в проверку спецслужбами того же Пентагона и того же Белого дома администрации и на предмет выявления российской агентуры. Так что Россия еще и сама инициировала, подвергла свою агентуру очередному испытанию. Так что ждем результатов, может быть даже будут шпионские скандалы на основании этих проверок. Ну и теперь, как обещал, поговорим об авиабомбах. Россия производит новый вид авиабомб, мощность которых будет втрое больше прежнего. Украине пока нечем их сбивать. Это заявил наш пресс-офицер Юрий Игнат воздушных сил Украины. Они взяли полуторатонную, если раньше применялись максимально ФАП-500, помните, да, и в ходе боевых действий они применяли, и сейчас начали применять эти бомбы как планирующие, то появились уже бомбы полуторатонные. И тоже они оснащены вот этой системой крыльев для планирования и системой GPS навигации. Для нас это сегодня проблема. Для того, чтобы их сбивать, как говорит пресс-офицер воздушных сил, нам необходимы комплексы Patriot и SAM-T. И современные самолеты поколения 4+. То есть то, что мы просим F-16 или его аналоги, именно в том числе и для того, чтобы бороться с такими вот планирующими бомбами. Напомню, дальность планирования до 70 километров. Они их запускают с той территории, точнее с воздушного пространства над той территорией, которую они контролируют. Достать мы их, к сожалению, там не можем. В среднем, по данным нашего воздушного командования, Россия применяет примерно до 20 планирующих бомб в сутки по всей линии фронта. Вот такая вот у нас появилась информация, и такая новая проблема стоит теперь перед нашими воздушными силами для защиты и территории, и гражданского населения, и наших войск от таких планирующих бомб. Опять продолжается обострение, точнее новый виток обострения отношений между Китаем и Соединенными Штатами, связанный с тем, что Китай вчера начал военные учения своей армии по окружению Тайваня. Ну, понятно, что это как бы легенда учений, но реально они отрабатывают вопросы блокирования острова Тайвань. Эти учения продлятся 3 дня. В Министерстве обороны Тайваня заявили, что заметили 42 китайских истребителя, пересекающих срединную линию. Обычно служит неофициальной границей между сторонами, а также 8 китайских кораблей.
На что Соединенные Штаты тут же отреагировали. Ну, я объясню, что такое средняя линия. Если вы посмотрите на карту, есть остров Тайвань, есть материковый Китай. Так вот, они считают середину, ровно середину пролива между Тайванем и материковым Китаем, это условная воздушная граница и морская граница Тайваня. Так принято там считать. Так вот, китайская авиация пересекла эту линию. Обычно, когда эту линию пересекает Китай, китайские военные, то на Тайване поднимается авиация, приводится в боевую готовность средства системы ПВО и противоракетной обороны. Так вот, реакция Вашингтона не замедлила себя ждать, и Соединенные Штаты готовы отправить свои войска на Тайвань, если туда вторгнется Китай. Об этом заявил глава Комитета Палаты представителей по иностранным делам Соединенных Штатов Майк Маккол. Вот такое вот заявление сделали Соединенные Штаты, что они готовы отправить войска на Тайвань в случае вторжения в него китайской армии. Украина отстояла еще 31 ребенка, и возвращены дети в количестве 31 человека возвращены в Украину. Сегодня они будут в Киеве. Это удалось сделать благодаря благотворительным организациям, провести возврат насильно вывезенных детей с нашей территории в Российскую Федерацию. Сегодня эти дети возвращаются уже опять в Украину под нашу юрисдикцию. Польша продолжает радовать нас своими хорошими новостями и поддержкой. В Польше на бронетанковом заводе открыли конвейер точнее не конвейер, а создали сервисный центр по обслуживанию и ремонту танков Т-64. В дальнейшем планируется расширить линейку танков. И подписано, кстати, соглашение это между Укроборонпромом и польской вот этой бронетанковой компанией. Польская группа Зброєнова. Так называется компания. Ну, я так понимаю, что-то наподобие вот нашего Укроборонпрома, такое вот военное объединение. Возможно, даже совместное обслуживание, будет рассматриваться в перспективе вопрос совместного обслуживания танков «Леопард-2» на вот этом польском бронетанковом заводе. Так что у нас появился еще один элемент материально-технической базы по обслуживанию и ремонту нашей бронетехники. Ну и на пасашок, вишенка на торте из зарубежных новостей надо отметить, вот все-таки действительно Соединенные Штаты сохраняют статус супердержавы. Смотрите, они нам помогают, они мгновенно реагируют на выпады Китая в сторону Тайваня, да, и сейчас вы знаете обострение на Ближнем Востоке. Израиль опять стал жертвой нападок со стороны террористических организаций, таких как Хамас и других, и ракетные удары по территории Израиля с территории Ливана и с территории сектора Газа. Армия обороны Израиля принято решение ответить на эти удары, и она наносит ответные удары в плане защиты своей суверенитета и территориальной целостности. Так вот, Соединенные Штаты и здесь отреагировали на эту ситуацию. Пятый флот Соединенные Штаты отправили на Ближний Восток атомную подводную лодку, которая может нести до 154 крылатых ракет «Томагавк». Это сообщает Associated Press. Издание указало, что информация о перемещении подлодки поступила от представителя 5-го флота ВМС США Тимоти Хоукинса. Он сообщил, что подлодка уже прошла через Суэцкий канал и направлена для обеспечения региональной безопасности и стабильности в регионе. По мнению Associated Press, данный шаг направлен, чтобы напомнить Ирану о военных возможностях США.
Причем здесь Иран, потому что считается, по некоторым данным, считается, что основным источником поддержки таких террористических организаций, как Хизбалла, является Иран. Вот именно поэтому Соединенные Штаты не ковыряются в посредниках. С посредниками разбирается непосредственно сейчас армия обороны Израиля. А Соединенные Штаты сразу на источник поддержки этих террористических организаций дает понять, что они не останутся в стороне в случае обострения ситуации в Израиле или вокруг Израиля. Ну что ж, вот такие вот новости, военно-политические события развиваются в мире. Очень жаль, что нарастает напряженность, причем не в одной точке, а в нескольких. Для нас это не совсем хорошо. Но тем не менее, будем надеяться, что у Соединенных Штатов сил и средств хватит на всех. Недаром, еще раз повторюсь, они все-таки удерживают статус супердержавы и способны решать вопросы сразу, несколько важных вопросов. Или проводить, я бы это даже, наверное, назвал, многовекторную политику. Я по традиции сделаю паузу. Кто не подписан на мой канал, я предлагаю и приглашаю подписаться. Не забудьте поставить, включить уведомления о новых видео на моем канале, тогда вы будете смотреть их в оригинале. Также тем, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, для того, чтобы его могли увидеть и другие люди. И их было как можно больше. Ну, а мы с вами продолжим через некоторое время. И как обычно по традиции мы продолжаем с вами ответы на вопросы. Следующая рубрика или следующий раздел нашего видеообзора – это ответы на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Привет из солнечной Канады. Есть ли в Украине научно-технологический потенциал для создания ядерного вооружения различного типа, тактического, стратегического, науковцы, технологи? Слава Украине. Есть у нас атомная энергетика. Дело в том, что от мирного атома до военного всего один шаг. И у нас есть не только научно-технический потенциал, но у нас есть и производственный потенциал. Мы можем самостоятельно производить и обогащать уран, и производить, с обогащением у нас есть небольшой вопрос. Нам надо построить обогатительную фабрику. Но такие разговоры ведутся, если я не ошибаюсь, где-то с 2006-2007 года. Были неоднократные попытки провести в жизнь решение о том, чтобы построить обогатительную фабрику. Самое главное, у нас есть сырье. И Украина, если будет политическое решение, то Украина может стать страной с замкнутым циклом производства от добычи урана до производства ядерного вооружения. С ракетами у нас все хорошо, с самолетами, с крупными, правда, с транспортными тоже все хорошо. С боевыми немножко похуже, но тем не менее. Тяжелая авиация есть, уран есть. Так что мы можем все это вместе при наличии политической воли или при необходимости, приняв такое решение, мы можем спокойно разработать довольно в короткие сроки и создать собственное ядерное вооружение. Вопрос целесообразности и политического согласования на международной арене, оставим это пока за скобками. Реально, в ответе на ваш вопрос, да, у нас есть и научная база, и производственная, и сырьевая. У меня к вам вопрос. А не уничтожат ли они своими Искандерами всю нашу наступательную группировку? Ведь она не будет наступать со скоростью света, и попасть будет несложно. А урон от такой ракеты, ой-ой-ой. Или это будет как-то сбиваться силами ППО.
Но Искандеры вроде баллистические, а у нас нечем сбивать. Лучше бы вы не говорили этого, теперь спать не буду. Ну вот вам, кстати, комментарий, первый же комментарий, который написали к вашему вопросу, он звучит так. Искандер имеет боевую часть в 500 килограмм. Ничего не уничтожит ими россияне. У России их было всего 150 единиц с начала 2022 года. Но скажу так, что Искандеры у них еще остались. Кстати, насчет 150 единиц я очень сомневаюсь, потому что Искандер применялся неоднократно, особенно в первые месяцы войны. Вот. А на сегодняшний день, вот то, что я вчера говорил, там журнал Forbes написал, что с Искандеров осталось где-то порядка 145 ракет. Поэтому я думаю, что их было намного больше, чем 150 на начало массированного вторжения в Украину. Искандер летит на 480 километров, и зона сплошного разрушения у него где-то в радиусе 500 метров при таком взрыве. Очень большая воронка, вот это вот воронки глубиной до 10 метров, это вот типа Искандеры. Но Искандер эффективен, когда идет групповой ракетный удар по скоплению войск, чего у нас практически не наблюдается. Мы рассредотачиваем войска, и поэтому эффективность нанесения ракетных ударов по нашим войскам, она очень низкая. Поверьте, если бы эффективность была высокая, то сегодня бы ракетные удары вот именно этими Искандерами наносились бы по нашим войскам вдоль всей линии фронта. Но Россия этого не делает. Искандеры применяются в основном по групповым целям, площадным целям и в основном там, где они могут нанести по энергетической инфраструктуре, по водоканалам, там они били, по тепловым электростанциям. Вот там, да, там эти ракеты могут принести какой-то эффект, дать какой-то положительный эффект при попадании в саму цель. А по войскам это немножко не то предназначение. Добрый день. Может вы или кто из ваших подписчиков ответить на давно интересующий вопрос, почему в Луганской области воздушная тревога длится уже больше года? К сожалению, пока идут боевые действия в Луганской области, до тех пор там будет продолжаться воздушная тревога. Она там, я так понимаю, она там практически непрерывная. Почему? Потому что посмотрите сводку генерального штаба, нашего генерального штаба. Там каждый день 20, 30, 40, 50 авиационных ударов наносит Российская Федерация. Третья часть фронта проходит в Луганской области. Ну, примерно где-то треть. Да, где-то треть. Проходит в Луганской области. Там наносится, каждый день наносится не один авиационный удар. Поэтому, к сожалению, тревога там длится практически постоянно и практически круглосуточно. Только по этой причине. Как только боевые действия, как только мы освободим Луганскую область, тогда тревога будет объявляться только в случае угрозы ракетного или авиационного удара по территории Луганской области. Доброго времени суток. Недавно по цепи информации наткнулся на интересную новость. И я не знал, что в Украине возможно очень крупные месторождения белого золота, в кавычках белого золота. И возможно в том числе война из-за этого. Спрос на него растет постоянно. Ну, давайте я поясню, что такое имелось в виду, почему белое золото в кавычках и что имелось в виду. Это литий. Литий основной элемент для производства аккумуляторных батарей. Посмотрите сегодня только автомобильный рынок, сколько потребляет лития для аккумуляторов для своих электрокаров. Сегодня электрокар это уже это очень такой развитый тренд, который с каждым годом все сильнее и сильнее завоевывает рынок. Не успеваешь смотреть новости, там аккумуляторные батареи, это от 40 киловатт, уже сегодня 80, 100 киловатт, 120 киловатт. Дальность поездки на автомобиле составляла 200 километров, 300, сегодня 400, 500 и так далее.
Так вот, Украина по запасам лития, как оказалось, входит самая крупная в Европе. И, по-моему, мы там входим чуть ли не в пятерку, мировую пятерку по запасам лития. И он на Донбассе. Да, там, где самые ожесточенные действия. Кстати, Бахмут, Авдеевка, это ж, особенно Бахмут, это ж юзовское месторождение сланцевого газа. То есть самые ожесточенные бои идут прямо на месте, где находятся огромные залежи сланцевого газа. Тоже, если их запустить в дело, то есть поднять на гора, разработать, по оценкам некоторых экономистов, они могут покрыть потребности, очень большую часть потребностей Европы. Такие залежи. Так что, да, война всегда ведется либо за территории, либо за ресурсы. Ну, как правило, территории включает и ресурсы. Поэтому и война. Черноморский шельф то же самое. Поэтому и Крым. Путин начал с Крыма, Россия начала с Крыма захват территории. Так что, да, действительно, это может быть одной из причин войны. Доброго вечора. У зв'язку з тим, що у літаках зі Словаччини виявилися несправності, які могли навмисно спричинити росіяни, то хотів спитати ще раз, а чи не могли би такі залишити росіяни спеціально в літаках GPS-трекер? Дякую за відповідь. Ну, давайте я поясню в двух словах, что случилось. Очередная партия самолетов, которые МиГ-29, который Словакия передает сегодня Украине, выявилась неисправность в двигателе. И когда начали разбираться, как такое смогло быть, почему эта неисправность возникла, выяснилось, что доступ к этим самолетам год назад имели только российские специалисты, которые их... Ну, это же самолет российский, естественно, по договору Словакия заключала договор на обслуживание, модернизацию с Российской Федерацией. Есть предположение, что российские спецы могли умышленно вывести из строя двигатели для того, чтобы эти самолеты не были использованы и особенно не были переданы вооруженным силам Украины. Вот. Так что, ну, это вредительство, это уголовная статья, тем более это в рамках договора. Россия нарушила свои обязательства. Вот, и будут разбираться. Что касается GPS-трекеров, то думаю, что нет, потому что GPS-трекер работает ровно столько, сколько работает в нем батарейка. Такие длительные сроки не выдержит ни один аккумулятор. В GPS-трекер вставляется таблеточка, маленькая батареечка, и это раз. И второе, ну, дело в том, что надо поставить трекер в таком месте, чтобы он еще имел возможность выхода, передавать сигнал. Вот. Если он стоит в железном ящике, внутри железной коробки, то он сигнал передать не сможет. На машинах он устанавливается где-то так сверху, чтобы у него был открытый доступ к пространству, чтобы не перекрывалось металлом эфир вокруг самого трекера. Ну и срок эксплуатации трекера довольно небольшой. Из-за того, что нужен мощный сигнал, чтобы он посылал, а батарейка, или надо постоянно менять эту батарейку. Так что, думаю, вряд ли там есть трекер. Но в любом случае это легко проверить на наличие GPS-трекера. Если нашли неисправность в двигателях, то, поверьте, GPS-трекер тоже найдут, если он там есть или был. Здравствуйте, я живу в пригороде Киева, и у меня назрел такой вопрос. С начала весны по сей день наши военные роют много окопов, строят блиндажи и прочие фортификационные сооружения. При том, что в прошлом году это делалось минимально, а сейчас сильно активизировалось. По понятным причинам я не буду называть конкретные места. Но поясните, для чего сейчас это делается? Ведь никакая пехота и техника Русни до Киева уже точно не дойдет. Не понимаю, зачем тратить столько сил и времени на сооружение этих укреплений. Заранее благодарю за ответ. Слава Украине. Смотрите, кстати, в Киеве идет
ну, мы наблюдаем, идет тенденция оптимизации, я бы так это назвал, вот этих блокпостов и оборонительных сооружений, которые были созданы в первые месяцы войны. То, что военные оборудуют рубежи обороны, это больше связано с учениями. И такие учения проводятся по всей территории Украины. И их анонсирует Министерство обороны, чтобы не пугать гражданское население, что вот будут проводиться учения. Это учеба. Так что не переживайте. А для того, чтобы правильно оборудовать свою позицию, правильно отрыть окоп, правильно занять оборону, надо потренироваться. Только практика дает самые лучшие навыки и самые хорошие результаты. Поэтому наши военные тренируются сейчас здесь в тылу. А потом, убывая на линию фронта или в зону боевых действий для выполнения боевых задач, они уже имеют практический навык по оборудованию своих позиций. Так что это учение, не переживайте. А как так вышло, что каждая семья в Украине ненавидит тех, кто пришел их освобождать? Да еще так ненавидит, что эта ненависть раскалена до бела. Что же могло произойти? Так а нас не надо освобождать. Это же не освободители пришли, это же пришли оккупанты. Мы же никого не звали, мы ни на кого не нападали и не собирались нападать. Мы хотели жить в тех границах, которые все подписали и демаркировали. Вы знаете, что у нас практически на начало вот этого, даже на начало 2014 года, первого вторжения российских войск в Украину, у нас была с Российской Федерацией демаркирована граница. То есть мы определились и четко прописали все участки границы. И никто не претендовал ни на чьи территории, пока российские оккупанты не пришли в 2014 году, не захватили Крым, пока российские оккупанты не вторглись. Поэтому какие вы освободители? Не надо нас освобождать, мы живем своей жизнью, мы независимое государство, мы самостоятельная нация. То, что у нас там были родственные связи с гражданами России, и мы по некоторым вопросам сотрудничали в экономике, но это не дает права считать Российской Федерацией территорию Украины своей территорией и приходить сюда и освобождать. От чего вы нас освобождаете? От свободы? Поэтому оккупанты, не освободители, а оккупанты и агрессоры. А то, что вытворяют здесь российские войска, то, что вытворяют здесь граждане Российской Федерации, я именно подчеркиваю граждане, потому что военнослужащий российской армии является гражданином. А так как Российская Федерация многонациональная страна, то я не беру там конкретно кого-то по национальному признаку, а именно по гражданскому признаку. Так те зверства, которые вы творите здесь, так за что вас любить? За то, что военнослужащие Российской Федерации саперной лопатой рубят кисти рук нашим военнопленным, за то, что они обороняют свою землю, свои семьи, за то, что насилуют женщин, детей, за то, что связывает руки и стреляет в затылок, ставят на колени и стреляет в затылок, как в 1937 году НКВД расстреливала в подвалах. И также в подвалах расстреливают, а потом в братских могилах закапывают без таблички, без креста, то нет, вы захватчики, вы оккупанты. И эта ненависть теперь будет передаваться из поколения в поколение. Потому что дети тех, кто погиб в этой войне, они вырастут и расскажут это своим детям. Кто убивал и за что убивали. И это теперь не на одно десятилетие, а может быть не на один век. Вот эта ненависть, и ну, я не знаю, тут прощения быть не может. Даже при условии выплаты всех репараций ни о каком прощении речи быть не может, на мой взгляд. Здравствуйте, скажите, а мог ли Пентагон специально слить эти карты для какой-нибудь дезинформации, а потом делать вид, что будут разбираться? И спасибо
за информацию, смотрю каждый день. Вполне возможно. Хотя я думаю, что тут, наверное, больше Пентагон не заинтересован был в такой помпе, это раз, так как тайна любит тишину. Вот, это первое. И второе, видите, эти такие сливы, они наносят репутационные потери нашим отношениям с американцами. В плане обмена развединформации, в плане сотрудничества и всего остального. Поэтому я думаю, что вряд ли это дело рук самого Пентагона. Скорее всего, это очередная спецоперация со стороны Российской Федерации. Все для победы, вплоть до предательства. Ну, вот примерно по такому принципу. Поэтому Россия старается максимально вбить клин между Соединенными Штатами и Украиной, понимая, что, ну, образно говоря, ленд-лиз, да, там, помощь, правильнее будет сказать помощь, ленд-лиз как процедура так и не заработал, мы с вами много раз говорили почему, вот, но помощь Соединенных Штатов это та вещь, которую не может преодолеть или превзойти Российская Федерация сама у себя, для того, чтобы победить в этой войне. То есть речь о победе Российской Федерации в этой войне не идет вообще, от слова совсем. Подскажите, пожалуйста, можем уже говорить про то, что, скорее всего, наступление перенесут на лето в связи с опоздавшими поставками тяжелой... Так, извините, этот вопрос уже был. Итак, следующий вопрос по поводу будущего наступления вооруженных сил Украины. Возможно ли в условиях современной войны, когда спутники сканируют всю территорию, скрытно сосредоточить ударную группировку, ведь в случае ее обнаружения по ней тут же полетят Искандеры, кинжалы и так далее. Сосредотачивать крупные силы небезопасно. Или я чего-то не понимаю. Нет, вы все правильно понимаете. Единственное, что для того, чтобы осуществить вот то, что вы пишете, сканирование территории, для этого надо иметь техническую возможность. Я вам сразу скажу, в Российской Федерации такой технической возможности нет. Они могут проводить фотограмметрию, то есть фотографировать местность, а потом изучать аэрофотоснимки. А это время. У них нет онлайн наблюдения за объектами с помощью той же космической разведки, с помощью тех же самых спутников. Вот это, кстати, еще один миф, который эта война больше, наверное, разоблачение мифов о российской армии. И еще один миф о том, что там все они видят, все нет, ничего они не видят, у них только постфактум по космическим снимкам они могут анализировать ситуацию. Я не берусь сегодня оценивать, какого уровня снимки, я в плане разрешения, сколько пикселей на дюйм и что они могут на них увидеть. К сожалению, такой информации в открытых источниках нету, но точно знаю, что в онлайн режиме Российская Федерация может видеть только с помощью беспилотников. Но и то тех, которые не дальнего радиуса действия, а ближнего радиуса действия, которые управляются операторами. Но спутниковая система нет. Кстати, это первое. Второе, я уже говорил, что мы не собираем большие сосредоточения войск, у нас все рассредоточено, все разбросано по разным частям, разным углам. Так что мы понимаем, что в кучу нельзя собираться. Единственное, что здесь может помешать, это то, что была информация, когда
Си Цзиньпин был в Москве с визитом, речь шла о том, что Китай может помочь Российской Федерации в предоставлении разведданных. Вот у Китая есть система спутникового наблюдения, которая работает в режиме онлайн. Ну, что-то наподобие американского всевидящего ока. Тоже трудно очень оценить, насколько у нее технические возможности и каковы ее характеристики по оптико-электронной и оптической разведке. Таких данных, к сожалению, в открытом доступе тоже нету. Вот. Но тем не менее такое было. Но я думаю, что учитывая уроки, особенно первых месяцев войны, то на сегодняшний день Генеральный штаб Вооруженных сил Украины научился не собирать войска в кучу. Так что в этом плане Российская Федерация вряд ли может, только если Китай поделится информацией, может быть, они о чем-то узнают, может быть. Если Китай не поделится информацией, значит российское командование будет также использовать максимум, это агентурную разведку, либо вот этих вот корректировщиков огня, которых сейчас очень хорошо, довольно неплохо, так бы я сказал, шерстит служба безопасности Украины. Мы постоянно, каждый день в новостях видим, там корректировщика огня, там кто передавал разведданные России, предъявляет обвинения и привлекают к уголовной ответственности, проводят расследование и передают дело в суд. Так что вот такая вот ситуация с разведданными. Не переживайте, россияне не видят в режиме онлайн. Ну что ж, на этом мы вторую часть нашего с вами видео закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали, опять же, к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Там, где существует тиран, там не просто дурное государство, а вообще не существует никакого государства. Это цитата Марка Цицерона. То есть даже в те древние времена уже знали основы тирании. Ничто так не объединяет россиян, как ненависть и злоба к чужим народам и странам, вместо любви к своей стране и желание сделать ее лучше. Это правда. Сейчас в Татарстане бьют тех, чьи дети умирают за русский мир, чьи дети зигуют под песню «Я русский». Это пипец. На детском утреннике в Пензе уже поют песенки «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты». Ты подарки нам принес, что в мешке? Солдаты. Достает большой пакет, причитав насмешку. Вот ваш папка, брат или дед, только вперемешку. Ну, видите, народный фольклор, он всегда реагирует одним из первых на ту ситуацию, которая происходит в стране или вокруг нее. Иван Иванов, так озаглавлен комментарий. Главная проблема России — это телевизор. Поражает мозг, даже если его нет. Причем путевизор — это единственное высокоточное оружие России. Ну, вот такие комментарии. Очень уважаю вас и постоянно слушаю, но экскаватор — это уже перегиб. Может, в артиллерии и копают с помощью спецтехники, но пехота, как правило, окапывается сама. Не видел ни разу, чтобы на позициях было что-то подобное. Копаем сами. Да, передок 0. Я, кстати, надо дополнить, наверное, вот мой ответ по поводу отрывки окопов. Да, на нуле, непосредственно на передке пехота окапывается сама. Но и там окопы, в основном окопы для ведения боевых действий. А уже во второй, в третьей линии там уже обустраивает и блиндажи, и такие более серьезные сооружения. И там, да, есть возможность привлечения инженерной техники. Вот. Но на передке действительно под обстрелами то окапываются, или в непосредственном контакте с противником окапываются, естественно, вручную. Это точно.
Главе Эстонии задали вопрос, почему вы передаете все до одной ракеты Украине? Вдруг Украина проиграет, что вы будете делать? Ответ главы Эстонии: если Украина проиграет, нам уже никакие ракеты не помогут. Желаем всем упырям во власти и пропагандонам гнить в тюрьмах. Год за каждую каплю крови українського ребенка. Слава Україні та її захисникам. Україна переможе імперію зла. Вот такое вот. Удивительно, как могли русские в 21 веке повторить свою афганскую ошибку 20 века. Как можно было, имея такой негативный опыт, опять вторгнуться на чужую землю и воевать уже не против отдельных отрядов под командованием отдельных полевых командиров. Самым большим калибром артиллерии, у которых был 120 мм, несколько десятков испанских минометов ЭСИА, а воевать против регулярной армии, имеющим на вооружении даже 203 мм артиллерийские системы, которая теперь получает на вооружение почти всю номенклатуру артиллерийского вооружения и боеприпасов западных стран. И не только. Например, на видеороликах, снятых на позициях украинских минометчиков, я видел не только болгарские 120 миллиметровые мины ОФ-843Б, американский М933А1 и бельгийский М530А1, но и суданские ММЮ-03 и наши азербайджанские 120 миллиметровые мины 40М11. Удивительно глупый русский народ. Ну вот такой вот комментарий. По поводу Красной Армии. У меня половина родни в Молдове. И вот старики вспоминают, как через село сначала прошли немцы. Они никого не трогали и просто двигались, куда им было нужно. Но когда уже немцев гнали из Молдовы, в село зашла советская армия. И вот они уже заходили во все дома, во все погреба, крали все подряд. Раз они себя так вели в Молдове, то что уж говорить о Германии. Бабушка по папиной линии из Тверской области родом. Когда немцы к ним пришли в деревню, она была ребенком, но помнит, как они поселились у них в доме. Никого не трогали и угощали детвору ветчиной из банки и шоколадом. Да, никто не отрицает, что зверства были со стороны немецких солдат. Но судя по рассказам стариков, чаще всего к мирному населению они относились нормально. А вот советская армия из-за недостатка снабжения в том числе воровала как минимум. Ну а после войны Союз вовсе вел ужасную политику по отношению к попавшим в плен к немцам. И не только к ним. Моя прабабушка в Молдове осталась вдовой с 3 детьми. Прадед погиб на фронте в Германии незадолго до окончания войны. Так детей ее выгнали из школы, и она сама терпела издевательства от односельчан. И точно такая же история у прабабушки моей подруги, только уже на территории Украины в те годы. Не хочу никого обелять или наоборот, просто к тому, что образ советского солдата и немецкого советской пропагандой были очень искажены. Да, это правда, что пропаганда написала ту версию, которая устраивала политическое руководство Советского Союза именно на тот момент. Украина объявила о возобновлении экспорта электроэнергии. Полгода пропагандистских оргазмов про обстрелы инфраструктуры. Полгода ватной радости, ну теперь точно замерзнут. Выкинуты миллиарды долларов на ракеты и ничего. Ничего. Путин опять провалился. Да, действительно, Украина объявила о том, что мы разогнали сейчас нашу атомную энергетику. И для того, чтобы регулировать энергетическую систему Украины, все излишки электроэнергии мы готовы продавать в Европейский Союз. Европа согласилась у нас их покупать. Излишки, ключевое слово. Не надо сразу писать, что завтра все мы будем сидеть без света, потому что продали все в Европу. Нет, только излишки электроэнергии, чтобы гасить пиковый избыток,
Потому что реакторами очень так особо не поуправляешь. Поэтому мы возобновили продажу. И это деньги. А то, что действительно 16 миллиардов, 16, Forbes посчитал, это у нас такое издание, которое любит считать деньги, как я вчера говорил. Вот, 16 миллиардов на 4750 ракет, выкинутых в Украину. То, что энергетическая система выстояла, люди выстояли, просто сколько жизней унесли эти ракеты. Вот что самое страшное. А жизнь человеческая бесценна, ее нельзя вернуть ни за какие деньги. Вот. Поэтому, ну что ж, таковы наши соседи. А вы говорите освободители. Какие же вы освободители? Вы убийцы и преступники. Ну что ж, вот на такой ноте мы закончим сегодняшний видеообзор. Я благодарю вас за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю, кто не подписан, подпишитесь на мой канал. Тем, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Я благодарю спонсоров и тех, кто помогает каналу, за вашу помощь. Ну, а ми з вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Перемога наша, слава Україні!